Доброго времени суток. Продолжаем разработку мобильного приложения. По статистике я вижу, что это сложнее вам смотреть, чем... то есть самое популярное, что люди смотрят, это как установить окружение, а такие вот уже продуктовые, где от самого начала до самого конца, до создания, до публикации в Play Market, Play Store, то это уже сложнее вам смотреть. Ну, не знаю. Это мои будни, будни веб-код-блогера. А нам важно создавать продукты и не останавливаться на половине, а финалить, релизить их и получать готовых пользователей. Так что, как говорится, таков путь. Вот, так что будем делать это до факта публикации, и до пользователей, до оплат. Весь этот процесс, путь буду стараться максимально показывать. Не показываю серверную часть, потому что это угроза безопасности приложения. Но, может быть, даже буду планировать сделать публично доступным код приложения, и, возможно, его открою для возможности, чтобы вы могли предложить в него какое-то улучшение. Вот, так что посмотрим, движемся в этом направлении. Набросал себе какой-то план, потому что сложно мне понимать, что должно быть следующим этапом. И поэтому хорошая практика из программирования — это набрасывать план разработки, что ты делаешь и какая последовательность разработки. Давайте зайдем. То есть что у нас есть? У нас есть приложение. Мы его запускаем через реальное устройство, потому что здесь как-то более стабильно все работает, быстрее шевелится. Мы увеличили. В миниатюре как-то, по-моему, на футер чуть-чуть заходит. Ладно, в принципе, это не критично. То есть тогда оттестируем базовый функционал. Здесь, если мы добавляем фотографию, то появляется у нас листалка. Если мы убираем одно фото, получается это убрать. Здесь отображается, что 2 фото из 3 будет отправлено. И что у нас не получилось, принять файлы на временные имейлы не получилось. Поэтому, наверное, мы попробуем добавить реальную почту и отправить на реальную почту. Потому что у нас было выбрано всего лишь 2, то новый файл, он автовыбрался как к отправлению. Это правильная логика, которую я хотел. Email подтвержден. Лимит достигнут. На вашем тарифе можно добавить максимум 1 контакт, или перейдите на Pro, там можно добавить до 5 контактов и доступны дополнительные функции. Окей, да, это хорошо. Мы не тестировали, можно ли убрать этот email, удалить контакт. Вот мы увидели, что здесь не достроено наше приложение. То есть это не в правильном дизайне у нас показывается. И мы зайдем в... Нет, не 10 слов о коде, а в скриншот в текст. Так, у нас запись идет, хорошо, звук вроде бы пишется, отлично. По-моему, мне уже 3-го монитора не хватает, чтобы на одном смотреть, как там живет наш бэкэндер, на основном смотреть нашу с вами трансляцию, а на 3-м контролировать, что идет качественно запись видео и звука.
И сейчас обнови все данные в проекты дизайнов, чтобы фронтендер мог уже работать. Так, отправили серверному сообщение, и у нас уже есть сообщение для нашего фронтендера. Сделай, пожалуйста, дизайн при удалении контакта, ну и при изменении везде. Сделай дизайн единым. Сейчас дизайн как будто бы это простая виндовсовская какая-то кнопка. Так, запустим его изменять, ну и сразу не будем это никак изменять, потому что я переписал логику сервера, и сейчас у нас уже, ну, те же самые функции, которые у нас до этого работали, они у нас не сработают. Я их просто переписал, изменил, все сломается. То есть если бы мы хотели просто оттестировать функционал, удалить, потом добавить по-быстрому, проверить валидацию, то все у нас, скорее всего, не сработает из-за того, что надо перепривязать к новым эндпоинтам и связать с текущими данными, которые успешно может принимать наш бэкэнд. Поэтому сейчас мы дождемся, пока он исправит вот этот баг. А то, что идет какое-то визуальное подтверждение на доведение, это мне нравится, то есть респонсивные. Ну вот, да, молодец, что меняет не в одном месте, а сразу везде. Серверный пока что меняет документацию. А здесь я надеюсь, что все подтянется в активном режиме, даже без перезагрузки приложения. Ну, мы сейчас это посмотрим. Так, и после этого, я думаю, мы постараемся сделать главный экран. Постараемся, наверное, сделать главный экран, чтобы он был проверкой выданных разрешений, а не кнопка тревоги. Давайте попробуем заново зайти. Здесь уже, да, действительно все отражается. Новый у нас дизайн. Отмена срабатывает. Оно чуть-чуть красится, по-моему, да, при нажатии. Да, это мне нравится, это хорошо. Удалить, и при нажатии тоже чуть-чуть меняется, это хорошо. Контакты не добавлены. Добавить ли контакт? Да, добавить. Если перезагрузить, то вообще жива ли будет эта наша почта, или она пересоздастся? Так, она пересоздалась. Ну, хорошо. Пусть будет так. Email мы просто вводим. И сохранить. Не подтвержден, скорее всего, сюда пришло какое-то сообщение. Тестируем, пока мы переписывали бэкэнд. Не отвалилась ли эта функция? По-моему, она отвалилась. Я переписал бэкэнд,
И поэтому многие функции могли просто повалиться. Перепрочитай, пожалуйста, эти вот два файла. Сейчас ему дадим два файла, проект дизайн, с одной стороны, и там, где у нас описаны наши API-запросы. И опишем проблему. А сейчас при добавлении нового имейла автоматически туда не отправляется письмо про валидацию, то есть что пользователь дает согласие на то, чтобы принимать. Может быть, из-за того, что поменялся бэкэнд, возможно, это слетело. Если вообще этот функционал пропал, то дай техническое задание для бэкэндера, чтобы он вернул эту функцию, опиши, что было, как оно делалось и что перестало работать. Так. Отправим, пусть он почитает обновление, потому что, достаточно многое здесь поменялось. И проект дизайн мы тоже обновляли, чтобы он был актуальным. Бэкэндер пока пишет серверные тесты. Ну да, я еще стараюсь покрыть тестами. Исправила 1 позитивный и 5 негативных тестов для того, чтобы повысить качество разработки. И, кстати, этот метод действенный, то есть он уже помог выявить ряд ошибок в написании кода. То есть когда были только позитивные тесты, то был ряд определенных сложностей. А когда еще добавили негативные тесты, то тогда уже мы поймали там какие-то дополнительные ошибки. Так что рекомендую добавлять еще негативные тесты к вашему тестированию, не только позитивные. Простой пример для тех, кто не знаком с негативным тестированием, это если пользователь ввел имя правильное и правильный пароль, то он должен войти в систему. Негативный сценарий — это имя правильное, а пароль неправильный. Если пользователь может войти в систему, то это ошибка. То есть должна быть ошибка, что пароль неправильный, и пользователь не может войти в систему. Вот это пример негативного. Или если поле пользователя не заполнено полностью, вообще не заполнено, то есть пустое. То есть чтобы не должно... вот это негативное тестирование. Так. Автосенд, письма верификации при добавлении контакта никогда не существовало ни на клиенте, ни в спеке. Работало ж. Или где у нас тут не подтверждено? Запросить подтверждение. Да, у нас так и было, все правильно. То есть у нас это работало по кнопке, не автоматически. Запросить подтверждение, не подтвержден. И когда пользователь запросил, письмо отправлено, ушло письмо с подтверждением, когда контакт согласен, обновиться. Да, ждем ответа. Смотрим письмо. Письмо пришло. Вас добавили. Отказаться. Тут должно быть, что все плохо, человек отказался. Ну и ладно. Потом мы отправим еще раз. И красное должно опять на желтое смениться, а потом кликнем «Да, согласны», чтобы было зелененьким.
Получается, я у него спросил то, что не надо делать, и вы отказались от роли. Сама не закрылась. Я делал, чтобы они были самозакрывающимися. Это как-то слетело. То есть 10 секунд, и оно должно закрываться. Или принятие, или отказ. В любом случае оно должно самозакрываться. Это к серверному закинем, когда он освободится. Он пока еще занят, я боюсь его тревожить. Что у нас здесь? Здесь я хочу сделать главный экран. Давай с тобой сделаем главный экран. На главном экране должно быть вместо большой красной кнопки кнопка, согласно дизайну проекта. Предложи, как это реализовать. Давай с тобой пообщаемся насчет архитектуры. И давайте скопируем кусочек отсюда. Так, наш серверный закончил. И нужно ему сказать, что автозакрытие перестало работать. А когда пользователь клацает из имейла согласен или отказаться для того, чтобы быть доверенным контактом, emergency contact, то у нас в новом окне открывается принято или отказаться, но у нас была еще такая функция, как автозакрытие через 10 секунд. Может, оно где-то осталось, вот надо, чтобы здесь оно тоже применялось. Да, по-моему, это у нас применено уже, когда мы проверяем и валидируем контакт самого человека, его email. А вот когда мы валидируем контакт доверенного лица, emergency контакта, то это тоже должно быть с автозакрытием. Так, отправляем серверному это. И возвращаемся. Здесь ждем ответа. Он еще не ответил. А когда он обновляется? Интересно. Я не знаю, когда он обновляется, но в принципе это не принципиально, чтобы оно было быстро или срочно. Хотя это тоже интересный момент. Как сейчас реализована логика, когда мобильный человек, мобильный телефон, отправивший доверенный контакт, получает ответ, что контакт принял или отказался быть доверенным контактом. Как устроена логика, когда эта информация обновляется, что это триггерит. Расскажи мне, как сейчас устроено и как вообще логично и правильно, чтобы это работало. И добавим ему. А когда освободишься после текущих задач, то, пожалуйста, займись вот этим. Так, и мы перейдем в самое начало диалога, чтобы уже это ему запустить туда. В самое начало.
Так, наш написал чего-то очень-очень много. Очень много написал. Давай обсудим перед кодом несколько вопросов по архитектуре, потому что есть нетривиальные развилки. Что я понял из ТЗ? Главный экран, 3 крупных блока. Если вас украдут, то статус, список возможностей с идентификатором готовности, GPS, аудио, фото. Кнопка «Тест системы» открывает чек-лист. Кнопка «Тест системы» открывает чек-лист. Нет. Это неправильная трактовка. Нет, чек-лист находится прямо на главном экране, и кнопка «Тестировать систему» там же. То есть это не какой-то чек-лист, который открывается. Это и есть главная функция главного экрана — сообщить пользователю, все ли будет работать по этому приложению или не будет работать. Это самый главный экран, и это актуальные данные по приложению, по разрешению телефона и по всему, что там происходит. Так, это исправили его логику, то есть он уже... Хорошо, что обсуждает до того, как начинает кодить, потому что здесь проще нам поймать эти ошибки и экономим токены. Файл добавлен, контакт подтвердил готовность. Триггер тревоги, пока не ясно, что стартовая большая кнопка или новый паник пин. Да, ты правильно понимаешь, то есть здесь мы уже проверяем, введен ли паник пин и введен ли пин для обычного входа в систему. То есть мы это прямо выводим на дэшборд как существенные условия того, что система работает. И пока это не введено, то надо говорить, что система не работает корректно и требуется исправить. Так, что еще читаем? Давайте серверный посмотрим что-то. Ой, как-то он тоже тут много всего написал. Так, деплой готов. И он мне описал, как делается синхронизация контакта. Ну, это я уже, ладно, тогда это к серверной части относится, поэтому я почитаю потом, когда сделаю все, что вам показываю. Развилки, которые надо урегулировать. Триггер тревоги, кнопка или пин. Свежая спека говорит триггер паник пин. Да, абсолютно правильно. Да, абсолютно верно, что сейчас уже кнопка это была просто тест работоспособности того, что все работает. Но после того, как мы уже все настроили, что все работает действительно, то теперь мы уже делаем так, как правильно. То есть при входе в приложение у человека спрашивают пин правильный и пин, который говорит, сообщает всем окружающим о том, что его украли, этого человека. То есть, допустим, человека украли, его держат связанным и говорят, как войти в приложение. И он говорит неправильный пин-код. И этот неправильный пин-код, когда введен, то он автоматически запускает логику процессов, что человека украли. И выключается этот паник-режим, если дважды вошли в приложение, используя с первого раза правильный пин-код. Если это было не с первого раза, то триггер не срабатывает.
Если пин-код ввели неправильно методом подбора 5 раз, то включается этот режим Panic Mode, и человека пускают внутрь приложения. Так. Что еще тут нам написали? То есть серверная архитектура переехала на пин-ввод, старый большой красный круг, confirm, alarm, триггер уже не соответствует спеке, да. Варианты. Тапнул на главный пин-пад, гибрид, большая красная кнопка и отдельная. Ну нет, обычно, когда у человека какие-то... Хотя иметь возможность нажать кнопку, это тоже прикольно. Давайте это добавим, хотя я не думал, что это нужно, но это правильные мысли. Ты знаешь, это хорошо, да, ты правильно предложил, я до этого в этом направлении и не думал. Давай на главном экране будет еще красная кнопка «Сообщить об опасности прямо сейчас», чтобы это... Причем, наверное, две кнопки «Сообщить об опасности», у нас там две логики заложено, что с пользователем что-то не так, и проверьте, позвоните ему. Это вот желтая кнопка. И красная «Меня похитили» отдельно должна быть. И она вот отправляет уже все файлы. То есть к желтому привязана там логика, что позвоните голосом контакту, проверьте, там все ли с ним хорошо. А красная — это вот уже похитили и плюс высылка файлов. Да, давай это еще будет тоже на главном экране. Ну и надо это как-то красиво подружить с нашим дэшбордом теста системы, чтобы это все аккуратно и красиво помещалось на главном экране. И потом при нажатии кнопки увеличенный размер, чтобы все тоже корректно выглядело. Так, хорошо, читаем дальше. Я бы пошел Б, есть Kidnapping UX из спеки, похищенный человек, не появится явной кнопкой, вводит не тот пин, но это серьезный UI редизайн, аудио, фото, реальная интеграция для placeholder. В коде сейчас этих фич нету, нужно экспо показать так в структуре как coming soon. Ну нет, что это такое? Что-то он мне такое советует. Да, это действительно нужно реализовать. Аудио, фото, и давайте еще GPS сюда же добавим. Что еще там? Тест системы, модал или отдельный экран. Чек-лист с 6 пунктами, actions исправить в модал помещается в отдельный экран. Можно сделать богаче, кнопки, открыть файлы, добавить контакты с навигацией. Тест системы — это главный экран. Главный экран. Я бы сделал модал быстрее. Проактивный запрос разрешений. Сейчас GPS permission запрашивается только в первом этапе. Тревога, новый UI требует... да, это вообще очень глупо. На главном экране при запуске. Подходы. Pre-mount проверять. Не запрашивает, только читает.
при тапе включать разрешение. Я бы при тапе. Я бы при тапе включал разрешение, чтобы человек понимал, что он делает и зачем и почему. При первом запуске после логин сразу запросить все разрешения агрессивно, но удобно. Так, файлы, контакты, readiness, где брать данные. Home screen сейчас не дергает files или user trusted contacts, чтобы показать один файл добавлен и один контакт добавлен, нужно либо на home screen отгрузить оба списка, но видно сразу загружать только при открытии тест-системы. Ну, пятый это, получается, ответим неприменимо. Ответил выше. Ответил выше. Так, что у нас здесь? Всегда види готовность. План на сейчас. Сейчас ему сгрузим ответы. И увидим, услышим, что он по этому поводу думает. Может, еще какие-то дополнительные вопросы задаст. Давайте оттестируем еще раз. Нажмем «Отказаться». Уже обработано. Но здесь уже идет включена штука по автозакрытию. То есть автозакрытие у нас уже применилось. Из-за того, что уникальный токен здесь формируется, то он уже отработал один раз и повторно уже не подтягивается. А здесь еще ждет ответа. А пока здесь думает, то давайте посмотрим, что там как реализовано сейчас с точки зрения бэкэнда. Так, обновление происходит в базу данных. Клиент рендерит статус, обновляется только при контакт-лист, триггерится в двух случаях. Маунт экрана, юзер зашел во вкладку «Contacts», юзер сам потянул вниз. Ну вот мы заходим в контакты, и оно не триггерится. Давайте ему дадим задание. Первое, во-первых, при заходе в контакты не триггерится и не проверяется статус, кто одобрил и кто не одобрил. А второе, после того, как в базу данных поступило сообщение о принятии или непринятии, мы должны в активном режиме уведомить пользователя путем сообщения в приложение. Как это лучше сделать? Ну, ответь там до 50 слов. Так, и посмотрим, что у нас здесь. Так, он выкатил тоже ряд. Ох, какой лонгрид. Понял план полностью. Это очень крупный редизайн, фактически весь UX вокруг панического режима. Раскладываю архитектуру. Что должно быть в итоге? Главный экран. Выйти, большой шрифт, готовность системы. Да. Тестировать все, если опасность. Да. Пин. Система, механизм ввода при запуске приложения. Пинпад новый.
Обычный пин с первого раза войти, счетчик успехов подряд. Если 2 и сейчас Panic Active автоматически. Panic Cancel. Да, правильно. Обычный паник с 2-3 попытки войти, но счетчик успехов подряд сбрасывается 0, да. Паник пин. Silent запуск. В любом случае пускаем в app, юзер не должен заметить. Неправильный пин 5 раз подряд. Silent Panic Start и пускаем в приложение, да. Кнопки тревога, проверь меня без файлов, без долгой сессии. Да, меня похитили со всеми selected form alarm. Да, но, по-моему, там тоже есть... По-моему, там тоже есть свой endpoint. Что там есть свой отдельный endpoint. Если нет инфы, спроси через меня у серверного разраба. Так, читаем дальше. Здесь да, что в спеке уже есть и чего нету. Серверный endpoint. Серверный endpoint. Проверь меня без файлов. Нету, нужно ТЗ серверу. Heartbeat. Аудио нет, в Heartbeat спеке нужно ТЗ серверу. Пин на клиенте. Только клиент. Скоп проблем. Это не одна итерация. Не получится сделать все сразу. Минимум 3 фазы. Фаза первая. Можно сейчас есть все. Homescreen dashboard со статусами. Да, хорошо. Так, хорошо. Кнопка пока спрятана. Нет сервисного endpoint. Давайте сервер почитаем. Expo push notification, сервисный flow, при accept decline, сразу шлем push. Expo push токен, юзер через Expo push API, бесплатно поверх. Да, хорошо. Это мы реализуем для того, чтобы здесь обновлялась информация, в активном режиме, а не сейчас в очень-очень пассивном режиме, как сейчас. Так, хорошо, читаем дальше. Сделай, чтобы она уже была в UI. Так. Вопросы к тебе. ок с 3 фазами. Сейчас можно сделать фазу 1. Да, фаза 1. Вначале сделаем фазу 1, оттестируем и дальше уже двинемся. Что там дальше, потому что я думаю, что за 1 час мы успеем только здесь оттестировать, сделать и посмотреть, что там и как. Я стараюсь сейчас не сильно больше видео вам записывать, чем час, чтобы выше были просмотры. Я понимаю, конечно, что шортсы до 30 секунд или там до 3 минут смотрятся еще лучше, еще активнее, но хочется передавать информацию.
знания, реальную разработку, а в 3 минуты это слишком большой талант впихнуть всю разработку. Хотя я постараюсь, то есть в планах это есть. Что у нас тут главное? Серверный у нас работает над серверной частью, и фронтендер тоже у нас работает. Тут я накидал еще задание для фронтендера, но я его так и не пускаю в работу, потому что взял больше управления на себя. И хочу по этапам делать, чтобы точно все работало. И тестировать. Кстати, из обратной связи вот общался с разными людьми, и, в принципе, китайскими искусственными интеллектами тоже люди довольны, что они как-то не получили правильной аналитики от Gemini, не получили от GPT-чата, а от ZAI получили правильные выводы по Web3 проекту. Так что то, что у меня не получилось с ZAI, это не значит, что у вас не получится. Да, ну а я в основном вот использую Cloud Code пока что. Ну, мне кажется, что на сегодня для кодинга он номер один. Других мнений, в принципе, я особо не слышал. Поэтому вот мы создаем код и создаем через него. После того, как увеличил лимиты, то я сюда даже не заглядываю. Лимитов у нас гарантированно хватает. И мы комфортно делаем то, что нам необходимо. Так, что тут у нас переписывается? Компьютер взлетает, но в основном это нагрузка, которая идет, она запись видео. Я не вижу большой нагрузки от PageArm. Так, у нас главный экран уже обновился.
Так, если опасность, проверьте меня. Контактам идет письмо. Свяжитесь голосом, проверьте, все ли в порядке, без файлов. Меня похитили, контактам идут все ваши собранные файлы по email. Используйте только если действительно опасность. Так, хорошо. Наверное, если не все окей, то тогда в развернутом виде, а если все окей, то одна свернутая кнопка, чтобы на главном экране помещалась и желтенькая, и красненькая наша кнопочка. Если что-то при каждом входе внутрь приложений тестируется вот эта вот готовность системы. И если где-то что-то не так, если где-то что-то плохо, то тогда отображается так, вот как ты построил вот эту логику. А в случае, если все зелененьким, то тогда одна строчка, что система работает корректно. Если что-то зелененьким, а что-то не зелененьким, то я бы, может быть, как-то объединял, чтобы оно зелененькое уже было вместе, а то, чего еще не разрешено, то, чтобы показывало как-то отдельно. Что здесь уже зелененьким, а там еще разрешения нету. Я бы, наверное, так делал. И при клике на каждую из вот этих штук, разрешений или тестов системы, то это должно быть респонсивно, то есть оно должно перекидывать в соответствующие настройки и подсказывать, подсвечивать пользователю, куда надо тыкнуть, чтобы включить нужные настройки. Ну и мы должны сразу подсказывать правильный ответ, то есть что человек должен включить, что там же есть 2 или 3 варианта выбора. Доступно всегда при использовании приложения, только сейчас и отказать. То есть вот мы должны подсказать пользователю, что выбрать. Так, это мы копируем сюда. И смотрим дальше, что он делает. Все 4 задачи закрыты. TypeScript проверки прошла. Так, давайте посмотрим, потому что сейчас у нас написано, что аудиозапись в разработке. Давайте пока ему отправим вот это, чтобы он уже что-нибудь там думал и кодил. А мы пока почитаем его ответ. Код, новый клиент, удален. Так, какие-то вопросы есть? Доки. Что нужно от тебя? Передай серверщику. Там готовность ТЗ на пост, паник warning, когда сделает, раскомментирую в клиенте. Так, хорошо. Серверный у нас тоже что-то написал. Так, не там пишу, дай ТЗ для фронтендера. Дай ТЗ для фронтендера. И после этого, где у нас здесь вот это док, сервер todo.md? Давайте глянем. Глянь, что хочет
фронтендер. Ну и добавим, как будешь свободен, то. А что у нас здесь? Он думает. Сейчас это, видите, такая обманка. У меня на телефоне не включен GPS и не выданы разрешения на GPS-координаты. То есть он просто поставил галочку, и это абсолютно нерабочая штука. Ну, конечно, это должна быть не просто обманка какая-то, а это должно быть рабочее, функциональное, умное, взвешенное меню, которое работает, а не просто обманывает пользователя. Ну вот, когда такое читаю, то, ну, чуть-чуть удивляюсь. То есть, с одной стороны, искусственный интеллект очень умный, а с другой стороны, он такое может написать, что просто сделать какую-то заглушку, и все. Так, отказался. То есть у нас уже здесь реализовано... Так, ждем ответа. Мы кликнули «Отказаться», и у нас самозакрывается это окно. Это хорошо, мы уже получилось. А насчет... Здесь подтягивается, пока что еще вроде бы не получилось. Ладно, возвращаемся на главную. Почему он отметил, что GPS? Открыть настройки. Как он понял, что... Уведомление, разрешение местонахождения. То есть это не обманывает меня, а действительно факт. Запретить. И глянем, что сейчас у нас будет внутри приложения. Отразится ли, что GPS... Да, отразилось. А что готово? Файлы для отправки, экстренных контактов 1, подтвержденных контактов, снижает риск спама у получателя, да, хорошее. В разработке. Ну как же так в разработке? Что изменилось? Так, Upstate Listener, когда юзер вернулся в app из настроек или почты откуда угодно, автоматически пересчитывает статусы, все строки тапабельные. Я не понимаю, сейчас написано там, что у нас аудио и фото в разработке, а почему они еще в разработке? Ты их еще не реализовал? Так, кнопка «Проверьте меня».
Человек подозревает, что сейчас на сервере soft warning есть только автоматический cron state silent user, варианта нету. Контракт фронт уже расписал детально. Что нужно сделать? Rate limit. Так, там сложно. Не реализовано, намеренно. Мы это с собой обсуждали в прошлой итерации, напоминаю. Заглушка. Ты тогда сказал, да, фаза 1. Почему фаза 3? Это большая задача. Это не просто прикрутить кнопку, реально нужно поставить пакеты. Фронтенд, серверщик, параллельно. Так. Сейчас пин-система, потом фаза 3. Ну ладно, давайте так. Поэтапно будем двигаться. Ну вот уже и час подходит к концу. Ждем ответа, то есть это не сработало. Какие у нас могут быть промежуточные этапы по тому, что мы сделали сегодня? Мы сделали редизайн главный, то есть из одной большой красной кнопки она превратилась в дэшборд, который можно протестировать, и сюда же вывели кнопку «Проверь меня», и меня похитили. Мы в процессе настройки активного уведомления пользователя о том, как ответил пользователь, то есть разрешил его уведомлять о панике или отказался, но это еще в процессе, то есть это не реализовано. И я думаю, дальше там будет достаточно много моментов, которые надо будет настраивать на стороне сервера, поэтому я переключусь на настройку сервера для того, чтобы обеспечить работу и фронтендера. И на сегодня тогда это будет все. Желаю вам создавать классные проекты, финансового благополучия. Пусть ваши проекты приносят вам очень много денег. Спасибо за лайки, подписки и за добавление в Telegram-группу. Рад общению. Насчет нашего хакатона двигаемся. Скоро, я думаю, будут новости. Все, всех благ.